Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и в этом видео я хочу связать двухцветную корзинку из двух мотков трикотажной пряжи Бисквит. У меня заготовлены два вот таких нежных цвета. Вот этот розовый называется Зефир, а вот этот нежно-салатовый это Мохито. Крючок. Для трикотажной пряжи я использую крючок номер 8. Итак, вязать я буду эту корзинку снова методом Helix, то есть по спирали. Я вязала этим методом уже и мешочки, новогодние подарки, и кошелечки, но вот корзинку еще пока не вязала. И хочу попробовать связать именно корзинку, потому что мне кажется, это очень простой способ. Потому что очень интересный получается рисунок, и добиться этого рисунка очень легко, намного проще сделать таким методом двухцветную корзинку, чем, например, если вы вяжете жаккардом. Беру крючок и беру нить первого цвета. Например, это будет розовый. Дальше делаю магическую петлю. Вставляю крючок в магическую петлю, подхватываю рабочую нить и вяжу первую подъемную петлю на этот ряд. Добавляю в магическую петлю еще 2 столбика без накида розовым цветом. Вот так должно получиться. И затягиваю. Вот такая красота. На время забываю про розовый цвет и перехожу к вязанию зеленым цветом. Я думаю, что все вы уже знакомы с методом вязания Helix. Розовый цвет вообще откладываю. Беру теперь зеленую нитку. Опять вставляю крючок в магическую петлю. Подхватываю рабочую нить. Делаю воздушную петлю подъема. И опять в магическую петлю добавляю еще 2 столбика без накида. Здесь я стараюсь следить за тем, как нить ложится на пальцы, для того, чтобы она в самой галочке легла красиво. То есть укладываю нитку срезом наверх на пальцы. И тогда в самой галочке она становится гладкой стороной. Итак, первый ряд провязан. Тяну магическую петлю и затягиваю первый ряд. Вот так должно получиться. Второй ряд. Продолжаю вязать зеленым цветом второй ряд. Второй ряд это 3 прибавки каждым цветом. Итого это получается 6 прибавок, значит 12 петель во втором ряду. Я буду вязать идеальный круг галочками и схема идеального круга, количество прибавок, что при вязании методом Helix, что при вязании обычными галочками совпадает. То есть в каждом ряду мы делаем просто по 6 прибавок через равные промежутки, через равное число одиночных петель. Итак, вставляю крючок в раскол в первую воздушную петлю подъема, вот так, да? Раскалываю ее, подхватываю делаю первый столбик и в эту же точку добавляю вторую петлю. Получается прибавка. Делаю второй столбик. И дальше еще 2 столбика, куда я делаю еще 2 прибавки. В следующую точку в раскол всегда вставляю крючок, подхватываю, раз,
и 2. И последняя розовая точка. Зеленая нить вяжет строго по розовым петлям, розовая нить вяжет строго по зеленым петлям. И опять тоже в раскол вот так. Раз. И вторая. И 2. Ну и снова вытаскиваю немножко зеленую петлю и на время про нее забываю. Возвращаюсь к розовой петле. И здесь проделываю то же самое. Это будет опять первый ряд, второй цвет. Делаю в раскол в воздушную петлю подъема 2 столбика. Раз, 2. В следующую точку. В раскол. Раз. Два. И в следующую точку снова прибавка. Раз. Два. И первый ряд на этом закончен. Дальше третий ряд, первый цвет. Для удобства можно повесить маркеры на последние петли каждого цвета. Раз. И 2. И начинаю вязать третий ряд, например, зеленым цветом. Итак, формула повторений в третьем ряду: 1 петля, 2 петли, то есть прибавка. Повторяю каждым цветом 3 раза. Вяжу все время в раскол. Итак, делаю 1 петля, раз, и в следующую точку вторая петля, 2 петли точнее. Раз. И 2. И опять 1 петля. И в следующую точку 2 петли, то есть прибавка. Раз. И 2. И третий раз, да, вот остается у меня 2 петли розового цвета, и здесь вяжу 1 петля, а прибавку сделаю в самом конце, когда провяжу розовой пряжей, потому что сейчас что-то мне кажется, если я провяжу вот эту галочку, то она у меня раздастся, да, видите, здесь ее ничто не держит, да, поэтому вытаскиваю зеленую ниточку и пока забываю про нее. Возвращаюсь к розовой нитке, да, и здесь то же самое делаю. 1 петля, 2 петли, 1 петля, 2 петли, 1 петля, 2 петли. Маркеры пока не снимаю. Итак, 1 петля. И в следующую точку 2 петли, то есть прибавка. Раз. И 2.
И опять 1 петля, 2 петли, то есть прибавка. Раз и 2. И третье повторение. 1 петля. И вот последняя точка, видите, на ней висит маркер. И сюда делаю 2 петли. И раз, и в эту же точку, и 2. Откладываю розовую нитку и вернусь к зеленой, чтобы провязать последнюю прибавку вот сюда, вот в эту галочку. Сюда провязываю 2 петли. Раз. И 2. И третий ряд на этом закончен. Так, маркеры переставляем. Переставляю маркеры, опять их ставлю на последние петли каждого цвета. Просто для удобства. Да? Можно считать, можно использовать маркеры. И перехожу к вязанию 4-го ряда. 4-й ряд я начну розовым цветом. Здесь я делаю то же самое, что когда вяжу обычный круг. Прибавки я стараюсь не делать одна на другой. То есть вот смотрю, вот у меня одиночная петля и вот двойная петля предыдущего ряда. То есть в одиночную делаю 2 петли и дальше делаю по одной петле 2 раза. Итак, сначала начинаю с прибавки. Раз. Два. Не забывайте красиво укладывать ниточку на палец. У меня не всегда получается, я просто вяжу на камеру. Это не очень удобно делать на камеру. Да? Также хочу посоветовать вам свое видео по идеальному вязанию. 10 секретов идеального вязания. Там я рассказываю некоторые лайфхаки и некоторые секретики о том, как добиться идеальной квадратной корзинки. Она будет вот здесь по подсказке, либо внизу в описании под видео. Итак, прибавку сделала. Дальше 2 одиночных петли. Раз. Два. И точно так же делаем 3 повторения. Да? Прибавка. Раз, два в одну точку. И затем 2 раза по одиночной петле. Раз. И в следующую точку. Снова одиночная петля. 2. И опять третье повторение. Здесь тоже делаю сначала прибавку. Раз. И затем 2. Остается 2 одиночных петли. Самую последнюю довяжу, как обычно, в конце, потому что здесь я могу вытянуть просто петлю, в которую будет делаться эта последняя петля. А я не хочу, чтобы она у меня как-то вытягивалась. Поэтому одну петлю я держу в уме. Вот делаю одну одиночную, а вторую держу в уме. Розовую нитку вытягиваю немножко и откладываю. И дальше перехожу к вязанию вторым цветом. Здесь у меня будет зеленый цвет второй. 4-й ряд, второй цвет. То же самое. 2 петли. Раз.
2, 2 петли в одну точку, то есть прибавка, и 2 одиночных петли. 3, 4. И опять 2 петли в одну точку, второе повторение. 1, 2, 3, 4. И третье повторение, да? Раз, и в эту же точку. 2, 3, 4. Зеленую нитку откладываю и возвращаюсь к розовой нитке для того, чтобы доделать последнюю петлю в этом ряду. Не забывайте про нее. Вот теперь, когда целый зеленый ряд провязан, и я провяжу эту розовую петлю, она уже не вытянет петлю, которая лежит под ней. И здесь была одинарная петля. Вот так. Смотрите, 4 ряда провязано. Вот она, спираль. Вот что получается. Ну, это хеликс. Я о нем уже сняла достаточно видео и уже очень много и подробно про него рассказываю. Снова переставляем маркеры. Мне кажется, этот метод очень хорошо подходит к трикотажной пряже и к идеальным корзинкам. Первый раз пробую связать именно корзинку этим методом. И я в предвкушении практически красоты. Так. 4-й ряд связала, 5-й ряд. 5-й ряд, первый цвет. У меня будет розовый. С какого цвета начать не принципиально, они вяжутся оба одинаково, здесь решайте сами. Вот я надела нитку на крючок розового цвета, и поэтому начинаю 5-й ряд розовым цветом. Здесь, как всегда, все та же формула. Не попадает прибавка на прибавку предыдущего ряда, то есть делаем так. 1 петля, прибавка, 1 петля. Вот он, раппорт в 5-м ряду. Да? Традиционный раппорт для идеального круга галочками в 5-м ряду. Раз, в следующую точку, 2-я одинарная петля, 2, дальше прибавка, 1, 2, и затем еще 1 одинарная петля. В раппорте каждого ряда столько петель, каков номер ряда. То есть вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель в раппорте, значит мы вяжем 5-й раз. Делаю 5-й ряд. Делаю еще 2 повторения, итого будет 3. Здесь не забываю про последнюю петлю, ее я оставлю на конец. Затем вторым зеленым цветом делаю 3 повторения и возвращаюсь к последней петле. И на этом 5-й ряд будет закончен. Доделываю последнюю петлю первым цветом в 5-м ряду. Переставляю маркеры на последние петли. Вот так. И перехожу к вязанию 6-го ряда. Шестой ряд я буду делать снова по формуле. 2 петли в одну точку, то есть прибавка, и дальше 4 одиночных петли. Здесь будет очень легкая формула. Повторяю 3 раза, да?
Раз, два и 4 одиночных петли. Раз, два, три, четыре. Одно повторение сделала. Делаю еще 2 повторения. Здесь не забываю, что последнюю петлю я провяжу в самом конце. Затем перехожу ко второму цвету и делаю все то же самое. 3 повторения вторым цветом. 2 петли в одну точку, 4 одиночных петли. Седьмой ряд, первый цвет. И здесь формула будет такая. 2 одиночных петли. Раз. И 2. Дальше прибавка. 2 петли в одну точку. Раз. И 2. И еще 3 одиночных петли для этого раппорта. Раз. Два. 3. И вот он раппорт седьмого ряда. 2 одиночных петли, прибавка, 3 одиночных петли. Итого это тоже 7 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Делаю 3 повторения одним цветом и 3 повторения другим цветом. И перехожу к 8 ряду. Итак, 8 ряд, первый цвет. И здесь формула будет такая. 2 петли в одну точку, то есть прибавка. Раз. Два. И дальше 6 одиночных петель. Раз. Два. Три. Четыре. 5. 6. Делаем 3 повторения одним цветом и 3 повторения другим цветом. И переходим к следующему ряду. На 8 ряду я решила остановиться. На этом донышко моей корзинки закончено. Теперь смыкаю розовый ряд с зеленым. Немного вытаскиваю петлю, завожу крючок через одну петлю под кромочную, подхватываю рабочую петлю, вывожу ее наизнанку и делаю еще побольше. Дальше беру клубок розовый, и вставляю розовый клубок в розовую петлю. Вот так. Затягиваю петлю в 2 движения. Раз. И 2. И с зеленым цветом делаю то же самое. Опять вытаскиваю петлю побольше, через одну вставляю крючок, подхватываю рабочую нить,
рабочую петлю точнее. Делаю ее достаточно большой, чтобы в нее вошел клубок, и вставляю зеленый клубок в рабочую петлю. Так. И снова затягиваю петлю в 2 движения. Донышко мое на этом закончено. Теперь его можно погладить или отпарить через какую-нибудь ткань. Вот такое получается донышко, и если вы обратите на него внимание, оно имеет не совсем круглую форму. Оно имеет форму скорее небольшого овала, потому что здесь 2 спирали, которые вяжутся одна в другой, и идеальный круг эти спирали не создают. Да? Вот мы видим, что вот так оно шире, чем вот так. Поэтому эта корзинка будет немного овальной. И перехожу к первому ряду стеночек. У меня связано 8 рядов по спирали. И значит, в этом ряду, в последнем ряду, у меня 48 петель. По 24 петли каждым цветом. И теперь я точно так же вяжу 24 петли каждым цветом. Начинаю в косичку, в перемычку розовым цветом в зеленую косичку и перемычку. Подхватываю рабочую петлю, рабочую нить, делаю первую петлю подъема. Опять в косичку, в перемычку. Вот так. И делаю столбик без накида. И снова косичку в перемычку, столбик без накида. Делаю 24 розовых петли, первую воздушную петлю тоже считаю. 23 розовых петли я связала, дохожу до соединения, которое было сделано зеленой ниткой. И смотрите, как делается 24 петля в соединении. Вставляю крючок вот так, то есть спереди я оставляю 2 нити, идущие от петли, вставляю в зеленую и в розовую нитку. Подхватываю рабочую розовую нить и делаю 24 столбик. Соединение можно еще немножечко затянуть. И откладываю розовую петлю. И теперь начинаю работать точно так же, но уже зеленой ниткой. Опять в следующую петлю от соединения вставляю в косичку и в перемычку, да, подхватываю, делаю воздушную петлю, в косичку, в перемычку, делаю столбик без накида, в косичку, в перемычку и опять делаю столбик без накида. Работаю так, здесь опять будет 24 зеленых петли. Последняя 24 зеленая петля придется на розовое соединение. 23 зеленых петли я провязала, последняя приходится в соединение точно так же. Вот вставляю крючок, подхватываю зеленую розовую нитку и делаю последнюю 24 петлю. Первый ряд стеночек на этом закончен, и перехожу дальше на вязание второго ряда. Вязать я буду по спирали, да? Вставляю крючок в раскол, в первую подъемную розовую петлю, и сначала вяжу зеленой ниткой. Вот так. Опять в раскол. Здесь уже прибавок я не делаю, просто вяжу строго зеленой ниткой по розовым петлям, а розовой ниткой по зеленым петлям, и никак иначе. Повешу маркеры. Вот я повешу маркер на последнюю зеленую петлю, и с другой стороны повешу маркер на последнюю розовую петлю. Вот так. И теперь вяжу зеленой ниткой, пока не закончатся розовые петли. Затем опять зеленую нитку вытаскиваю, сделаю петлю побольше и вяжу розовой ниткой до зеленого маркера. И так работаю такими 2 спиралями на нужную высоту.
Итак, связала я в высоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 рядов. Остановилась в точках. Вот смотрите, друг напротив друга у меня остановились нити у той петли, которая отмечена маркером с каждой стороны. Это было начало и конец ряда, рядов даже. Вот, и этого мне будет достаточно. Размера моей корзиночки в высоту она получилась приблизительно, так надо мерить, 12 сантиметров, а диаметр 18. Конечно, нити я истратила не все. Вот такие вот клубочки еще у меня остались. Из них я свяжу еще какую-нибудь корзинку, но уже, наверное, не хеликсом, а в комплект к этой корзинке я свяжу жаккардом, тоже двуцветным. Поэтому не пропустите это видео тоже. Так, и здесь делаю финальную обработку края. Проложу по краю еще ряд из соединительных петель. Итак, вставляю крючок под обе тушки косички, подхватываю рабочую нитку, делаю соединительную петлю. Здесь даже первую соединительную лучше сделать прям совсем маленькой, чтобы вот эту ступеньку нивелировать. Можно даже взять крючок поменьше, если у вас не получается сделать маленькую соединительную петлю под тем же крючком, которым вы вязали. И дальше вяжу соединительными петлями, пока не начнется зеленая нитка. Здесь тоже стараюсь укладывать нить на палец. И зеленой ниточкой делаю все то же самое. Тоже делаю сперва очень туго затянутую первую соединительную. И дальше вяжу по одной соединительной петле в каждую кромочную косичку за обе полупетли этой косички. Я вставляю крючок до розовой нитки, соответственно, вот до сюда. Довязала я обеими ниточками. Вот смотрите, где я останавливаюсь. Останавливаюсь я у последней галочки, да, вот здесь. Вытаскиваю немножко розовую нить, беру ножницы, обрезаю ее, завожу крючок через одну косичку под обвязочную косичку, подхватываю ниточку и затем возвращаю крючок под косичку, которую мы пропустили. Снова подхватываю ниточку и подтягиваю. И дальше увожу этот хвостик, вот так вставляю крючок через вязание в последнюю косичку розового цвета. Подхватываю эту ниточку и увожу ее наизнанку. И вот что должно получиться. То есть зеленые нити у меня накрывают розовыми. С этой стороны делаю все то же самое. И затем вот этот хвостик просто прячу в вязаном ряду. Корзиночка моя готова, нужно еще спрятать вот эти хвостики, да, здесь я все спрятала. И смотрите, как получается. Получается, что одна спираль бесконечно начинается вот отсюда, переходит в другую. И на самом деле смотрится она по стеночкам как просто полосатая корзинка. Здесь с изнанки тоже все хорошо, нет никаких стыков, ни переходов. Единственное, что получается вот здесь вот две ступеньки друг напротив друга, но, если честно, мне кажется, эту корзиночку они совершенно не портят. И, наверное, многие из вас спросят, зачем я ее связала. Если я хотела просто связать полосатую корзинку, можно было вязать в два цвета кольцами, каждый раз соединяя цвета бесшовно, и в итоге у меня бы не получилось вот этих вот ступенек, да? Ну, во-первых, я скажу, что при вязании кольцами не получится спирального дна, да, поэтому я решила попробовать связать спиральное дно корзинки. А во-вторых,
будут стыки. Будет 2 стыка и переклёст вот этих вот нитей 2 разных цветов при вязании разноцветными кольцами. Но и тот, и другой способ, я считаю, имеет право на существование. Вот эта корзинка, это спиралька. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что вы тоже будете вязать такие корзинки вместе со мной. Спасибо большое за внимание. Не забывайте про лайки, подписку на канал. Сохраняйте видео к себе в плейлисты. Делитесь ими в своих соцсетях. Спасибо за внимание. Пока-пока.